Всем привет! Добро пожаловать на наш канал. Спасибо, что смотрите наше видео, ставите лайки, оставляйте комментарии. Дело в том, что в последнее время мы получаем огромное количество комментариев с вопросами о том, как же нам здесь живется, и мы решили записать такое видео, где расскажем о плюсах и минусах жизни в Аргентине, основанных на количестве прожитых месяцев здесь, в Буэнос-Айресе. Одним из важных и очень красивых плюсов Аргентины это ее разнообразный ландшафт. Аргентина достаточно большая страна, и природное разнообразие, оно просто поражает. Если отправиться на юг страны, то там будет крайняя точка земли Ушуая, там будут ледники, пингвины, и это просто потрясающее место, которое мы очень хотим посетить. Дальше, если отправиться на побережье океана, это, вы сами понимаете, какая красота. Если вы мечтали всегда жить у моря или жили у моря, то, пожалуйста, очень длинная береговая линия, ближе к северу люди даже купаются, хотя Атлантика достаточно холодная. Кроме того, ближе к границе с Чили есть потрясающие горы Анды, которые меняются просто каждый, наверное, километр, 2-3. Они выглядят абсолютно по-разному, это безумно красиво. Провинция Сальта, провинция Хухуй — это настолько интересные и потрясающие места, которые стоит посетить. И если жить в Аргентине, то можно просто месяцами путешествовать по самой стране и все время встречать очень разные природные ландшафты, как горы, так и равнины, озера. Здесь есть потрясающие водопады на границе с Бразилией, водопады Игуасу, которые признаны чудом света, и там рядом джунгли. То есть есть такое колоссальное разнообразие, и вы можете найти здесь любое место на свой вкус. Если вы влюблены в Красную Поляну, Розовый хутор, то здесь есть очень красивый курорт Барелоче, там горы, озера, там даже можно покататься на лыжах, потому что высоко в горах лежит снег. Аргентина очень манит тем, что по ней можно путешествовать, и даже если вы без выезда будете жить здесь 2 года для получения гражданства, я думаю, это будет очень 2 интересных года, потому что можно будет проехать всю страну вдоль и поперек и увидеть множество мест, которых порой ты не встретишь в одной стране, а то и в 2, в 3, в 4. То, что в Аргентине безопасно в глобальном смысле этого слова, и, к сожалению, в России сейчас совершенно не так, и недавно даже проводились исследования, и Буэнос-Айрес во всех практически рейтингах гораздо более безопасным признан, чем Москва. И если исходить из того, что происходит сегодня, то, конечно же, Аргентина и конкретно Буэнос-Айрес очень безопасные места для жизни. И да, здесь есть какие-то личные сложности с безопасностью, но если ты не будешь ходить и махать телефоном вдоль дороги и заходить в бедные и достаточно опасные районы города, которые находятся не там, где концентрируется основная жизнь, то все у тебя будет прекрасно, и Аргентина находится достаточно далеко на карте, и одно это уже свидетельствует о том, что ты находишься в безопасности. А следующий плюс Аргентины — это то, что здесь достаточно просто легализоваться, получить вид на жительство и гражданство. На самом деле способов для получения этих документов множество. Самые популярные из них — это роды в Аргентине. Маленький человечек получает сразу паспорт, родители дальше подают документы и через какое-то время тоже получают аргентинские паспорта. Следующий вид легализации — это рантье, то есть вам необходимо сдать в аренду свое недвижимое имущество, например, в России или в любой другой стране мира, и показать этот доход.
Собственно, именно так получаем вид на жительство. Мы у нас уже приняли документы, мы сдали в аренду свою квартиру в Краснодаре официально по договору, привезли весь необходимый пакет документов и подали его в Миграсьонес. Ждем рассмотрения и получения документов. Возможный способ легализации — это беженство. Беженство различное по политическим соображениям, также беженство по ЛГБТ. И еще один способ легализации получения гражданства — это проживание в Аргентине без выезда на протяжении 2 лет. Сказать, что у нас есть видео, вот тут будет ссылочка на него, о том, как уехать в Аргентину и как остаться в ней. В Аргентине есть свобода. Свобода слова, свобода самовыражения. Это, наверное, огромный плюс. Ты можешь говорить здесь то, что ты думаешь, то, что ты считаешь нужным, можешь кричать об этом на улицах, можешь рисовать это на плакатах, можешь клеить эти плакаты на какие-то общественные и государственные здания. И ты не потеряешь свою свободу от этого. Ты можешь выходить на протесты. Аргентинцы безумно любят протестовать. Протесты проходят в центре города, я не знаю, каждую неделю как минимум, а то и чаще. Перекрываются улицы, и они рассказывают о том, что их не устраивает, что они хотят изменить. И при этом они находятся в абсолютной безопасности и могут делать то, что они считают нужным, высказывая свое мнение. Медицина здесь есть как платная, так и бесплатная. И бесплатная медицина здесь считается очень высокого уровня. И любой человек, абсолютно любой, в любом статусе, туриста, иммигранта, человека, который здесь был туристом, но остался нелегально, может обратиться в госпиталь и получить бесплатную медицинскую помощь. На самом деле мы не обращались за такой помощью, но мы слышали много историй русскоговорящих, которые подтверждают, что медицинское обслуживание в бесплатных госпиталях просто замечательное. Это образование. Здесь есть множество как платных школ, так и бесплатных, также вузы и детские сады. Многие дети ходят в бесплатные сады и школы, и очень приятно проходить мимо них, потому что ты видишь ту атмосферу, которая там складывается, и это какой-то просто шок, потому что преподаватели не ставят себя выше детей, они не ведут себя с ними грубо, они пытаются их постоянно учить даже за пределами класса, как это происходит в большинстве школ в России. Здесь они, наверное, больше друзья для детей, и они стараются быть такими очень позитивными наставниками, которые и обнимут ребенка, когда он приходит с садика в школу, и когда будут провожать и отдавать ребенка родителям, будут тоже очень милые и добры. И это, опять же, не наигранная история. Мы очень много общаемся с ребятами, которые здесь с детьми, которые в абсолютном шоке от того, как это происходит. В детских садах, например, детки вместе с воспитателями сидят на полу, естественно, там есть какое-то покрытие, и все происходит на одном уровне, нет вот этого назидательства и каких-то, не знаю, норм, пережитков прошлого. Важный один нюанс: для поступления в вуз нужен испанский язык, но вы точно так же можете обучаться бесплатно, если хотите получить хорошее, классное образование. Многие едут сюда за образованием, в том числе, кстати, медицинским. Считается очень престижно получить здесь медобразование. И многие из стран Латинской Америки, да и не только, едут сюда поступать в вузы. Вы, конечно же, можете выбрать и платное образование, тут уже кому что. И следующий плюс как раз о том, какие здесь люди. Для нас это было очень поразительно, очень удивительно, и, наверное, до сих пор мы не можем к этому привыкнуть, что здесь настолько добрые люди, добрые, доброжелательные, позитивные и безумно общительные. Любой прохожий может с тобой заговорить о чем угодно, о том, где ты купил кофе, о том, какая у тебя классная собака. Я не говорю уже о том, что если вы встречаетесь в лифте, то с тобой обязательно поздороваются, пожелают тебе хорошего дня, удачи, спросят, как твои дела. И они действительно очень участливые. Это не какая-то наигранная вежливость или наигранные улыбки.
Они действительно спрашивают как-то, они действительно запоминают, и если вы встретитесь еще раз, они спросят о том, а как же вот то твое дело, как ты провел тот день, как у тебя все сложилось. И они очень любят делиться своими контактами, что также для нас, наверное, было очень непривычно, потому что элементарно ты приходишь в парк погулять с собакой, знакомишься с людьми, говоришь, что ты приехал из России, они такие: окей, если у тебя будут какие-то сложности или вопросы, запиши мой контакт, там, неважно, WhatsApp, Instagram, и спроси. И ты записываешь эти контакты, встречаешь этих людей там через несколько дней в парке, они такие: окей, а почему ты мне не писала, у тебя не было никаких вопросов, как вы, что у вас нового, есть ли какие-то сложности. На самом деле, наверное, в России я такого не встречала. И даже если тебе кто-то предлагает помощь, первая мысль — это в чем подвох. Здесь этого подвоха нет. И это очень приятно. Мы, наверное, начали уже к этому привыкать и тоже ходим, улыбаемся людям, которых мы встречаем, и относимся к ним с большим позитивом, чем в первый месяц жизни здесь. Одним из важнейших плюсов Аргентины является то, что это страна мигрантов, они очень любят об этом говорить, и большая, наверное, часть местных жителей, так называемых местных жителей, рассказывает истории о том, что их бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки были испанцами, итальянцами, французами и так далее. И здесь регулярно, по-моему, каждые выходные проводится праздник, посвященный какой-то другой культуре, другой национальности, и они одеваются в какие-то наряды свои, танцуют свои танцы, угощают своей едой национальной. Это все на самом деле очень круто, это создает определенную атмосферу дружелюбную, и когда ты знакомишься с местными, они говорят о том, что очень круто, потому что каждый эмигрант вносит что-то свое в общую культуру, и поэтому эта культура так богата и так интересна и многообразна. Важнейшим плюсом является то, что здесь очень качественные и очень недорогие продукты питания. Фрукты и овощи очень по низкой цене, мясо дешевое и при этом отличного качества, вино прекрасное и недорогое. На самом деле у нас есть выпуск про цены в Аргентине, мы обязательно разместим ссылочку, здесь вы можете посмотреть конкретно. Да, есть какие-то товары, которые дороже, например, хлеб, но качество мяса, когда ты покупаешь любой кусок в супермаркете, даже не в мясной лавке, и он просто идеален для приготовления любого блюда, и оно получается мягким, сочным и вкусным. Фрукты и овощи, которые не напичканы таким диким количеством химикатов, что они могут там, я не знаю, неделями или месяц лежать в холодильнике, как, например, помидоры черри, которые продаются в России, а здесь они более натуральные, более качественные, и, соответственно, они будут портиться, потому что в них нет вот этого химитоза, нет такого количества химитоза, по крайней мере. И из наших наблюдений у фруктов, наверное, более яркий вкус. Я давно не ела такой клубники, это правда не преувеличение. Я последние годы, в России, да, окей, клубника, прикольно, о, да, надо купить. Покупаешь и такой, вроде ничего, а вроде как бы спасибо. Здесь ты покупаешь клубнику, пробуешь, и ты обалдеваешь от этого вкуса, такой: о, надо пойти купить еще клубники, потому что это реально очень вкусно, и я советую вам ее попробовать. Важным плюсом Аргентины является климат, и здесь нет суровой зимы. Можно сказать, зимы здесь нет вообще, здесь нет снега, здесь нет морозов, и мы прожили здесь все 3 месяца зимы, и минимальная температура, наверное, была плюс 6 ранним утром, но, что было для меня удивительно, я видела плюс 6 и такая: блин, как холодно, надо одеть что-нибудь там потеплее, шапку и так далее. Здесь абсолютно другие ощущения температуры. При том, что многие говорят, что здесь высокая влажность, я бы не сказала, что здесь влажность выше, чем в Краснодаре. И когда мы путешествовали в Бразилию, там вот влажность гораздо выше, и она больше похожа на сочинскую. Здесь очень комфортно зимой, и
Мы ходили, наверное, в таких осенних куртках и при этом чувствовали себя замечательно. В разных областях Аргентины разный климат. То есть если вы поедете на юг, туда, где находится Ушуая, ледники, соответственно, там будет гораздо холоднее. Если вы хотите жить в более холодном климате, пожалуйста, вы можете поехать на юг. Если же вы хотите туда, где будет теплее, то вам, соответственно, на север, так как мы все-таки находимся в южном полушарии и здесь тепло на севере, там есть несколько провинций, в которых вы можете выбрать себе комфортное место и остаться там. Еще один важный момент, который для нас был очень приятен: мы здесь 4 месяца, и дождь за это время шел раза 3. Не знаю, любите ли вы дожди, мы не очень, и нам было это очень кайфово. Хочется также обратить внимание на то, что вот сейчас у нас весна, и вчера было плюс 25, мы ходили в футболках. Сегодня с утра я шла гулять с собакой, было плюс 15, я одела толстовку, и мне было жарко. То есть здесь действительно очень-очень теплая весна, похожая, наверное, на май месяц, на сентябрь в Краснодаре. Такой очень-очень теплый климат. Какое будет лето, мы не знаем, но говорят, что жара вполне себе комфортная. Один из минусов Аргентины, собственно, наверное, это просто минус для нас, потому что мы привыкли жить быстро, а аргентинцы живут очень медленно. Они медленные во всем абсолютно. На кассе может стоять огромная очередь, но не потому, что много клиентов и покупателей, а потому что кассир может разглядывать ваши продукты, болтать с вами, спрашивать, как у вас дела, и вообще никуда не торопиться. И, собственно, клиент, который болтает с кассиром, он также будет еще что-то рассказывать, какие-то истории и так далее. Если также пример можно привести: я часто покупаю здесь кофе, и пока они готовят кофе, они болтают между собой, они болтают со мной и могут еще о чем-то вспомнить, пойти там, не знаю, что-то помыть, потом вернуться к кофемашине. То есть это все какой-то супер долгий процесс. Аналогичная история, если вы заказываете доставку какого-то товара, вам пообещают привезти его в субботу, наступает суббота, они такие: окей, завтра, нет, не в субботу, в воскресенье и так далее. И вот так это может длиться достаточно долго. И вот в этом, наверное, вся Аргентина. Они живут спокойно, не задумываясь о том, что нужно куда-то торопиться. И для нас это непривычно, поэтому мы это относим к минусу. Наверное, этот пункт вытекает в какой-то степени из медлительности аргентинцев. Здесь достаточно низкое качество оказания услуг. Например, не только услуг, но и выполнения различных работ. Вот мы живем во второй квартире, уже смотрели еще одну, бывали в гостях у людей, которые приезжают сюда из России. И вот я, наверное, не видела еще ни одной ровно прикрученной розетки. И вот везде какой-то есть ляп. То есть если что-то красили, то на паркете, там, на плитке обязательно будет капля краски, которую они даже не подумали оттереть, ее ногтем можно отковырять, но нет, это не про Аргентину. И вот так, наверное, сделано все. Даже если это какой-то супер классный ЖК, все равно будут вот такие моменты, которые типа: ну а как, почему вы это сделали? То же самое, абсолютно другая сфера красоты. Наверное, многие девушки меня поймут, потому что есть такая информация о том, что в аргентинских салонах вообще есть проблемы со стерилизацией, поэтому все идут к русским мастерам, благо русские мастера приезжают сюда и становится комфортно. Но то, как оказывают услуги эти аргентинцы, оставляет желать лучшего, мягко говоря. Опять же, пример про кофе. Вот пару недель назад я в своей любимой кофейне в Нунесе заказала кофе и, как всегда, попросила крышечку. Они такие: ой, а крышечки закончились. В общем, по сей день крышечек нет. Закупка крышечек движется медленно, либо не движется. Вообще не знаю, заказали ли они их, но кофе продают без крышечки. Вроде бы это мелочь, но выглядит достаточно забавно. Я вот все считаю дни, когда же они их купят. Мне просто любопытно, вообще совершится этот факт или нет. Следующий минус — это товары низкого качества в Аргентине. Здесь, наверное, я больше акцент сделаю на что-то домашнее.
потому что, наверное, что-то глобальное мы еще не приобретали. И первое, с чем мы столкнулись, когда мы сняли квартиру, мы поехали в гипермаркет за какими-то кухонными принадлежностями. Так вот, сковородки толщиной с фарфоровую чашку. И как бы возникает вопрос вообще, как это? Поискав и объездив достаточно много магазинов, мы поняли, что в целом они плюс-минус все одинаковые. Что-то мы, конечно, купили, но я скучаю по своим сковородкам из Кюхенлэнда. И недавно у меня произошел такой странный казус. Впервые в жизни лопаточка для помешивания еды, которая жарится, она, видимо, нагрелась, а пластик оказался такой некачественный, что он просто лопнул. Не знаю, наверное, может быть, в России тоже есть такие лопаточки, но как-то я с ними не сталкивалась. В целом мы прошлись по магазинам, достаточно низкое качество обуви, одежды, везде что-то торчит, какие-то нитки, какие-то косые швы. В целом, там, если это обувь, то где-то будет торчать клей, причем это может быть даже какой-то неплохой бренд, но вот в Аргентине оно все какое-то такое немножечко тяп-ляп. Еще один забавный для меня момент про качество, это все мы пьем чай из пакетиков, и вот в России, ну, во-первых, было огромное разнообразие этого чая, и несмотря на то, что многие рассказывают о том, что вот, надо заваривать в чайниках, и в пакетиках продается полный трэш, у нас был достаточно достойный чай в пакетиках и на вкус, и по качеству самих пакетиков. Здесь элементарно они рвутся. Каждый второй пакетик открываешь из упаковочки, он бах, все, пакетик порвался, чай высыпался, и никакого чая у тебя нет. Ну и вкус этого чая тоже соответствующий. Я стала часто заваривать по 2 пакетика, чтобы хотя бы какой-то вкус чая присутствовал. Следующим минусом Аргентины является ее удаленность. Это в плане безопасности очень большой плюс, но в плане путешествий это минус, потому что добраться до любимой всеми нами Европы или Азии будет очень долго и очень дорого. Чтобы понять, насколько, я вам приведу пример Доминиканы, которая здесь буквально рукой подать. И вот мы вчера изучали эту тему, и съездить на неделю в Доминикану из Аргентины стоит примерно $6000. Достаточно дорогой перелет, ну, гостиницы, понятно, это уже выбор каждого, но билеты дорогие действительно, и если уж столько стоит добраться в Доминикану, вы можете представить, сколько будет стоить добраться до привычных нам стран. Следующий минус Аргентины — это то, что здесь испанский язык. Я думаю, очень мало кто учил его в школе, возможно, даже никто, потому что основными все-таки являлись английский, немецкий, кто-то учил французский. И испанский, он красивый, но он достаточно сложный, тем более в сознательном возрасте изучение языков дается уже не так легко, как в детстве. Очень много различных форм слов, спряжений глаголов. Это гораздо сложнее, чем английский, и многие учат его не 1 год. Из этого вытекает следующий минус, это сложности в устройстве на работу. В целом Аргентина дает предпочтение своим жителям, жителям соседних стран Латинской Америки. Русские иммигранты будут, наверное, на последнем месте при трудоустройстве, ну а русские иммигранты, которые не знают испанского, ну у них вообще, я думаю, никаких шансов, либо только работать на таких же русскоговорящих. В целом, я думаю, что какая-то работа есть, но без знания испанского это будет очень сложно. Следующий минус-сложность, с которой могут столкнуться приезжающие сюда, это поиск квартиры. На самом деле сложность возникает в том, что каждый раз, когда ты снимаешь квартиру, ты платишь комиссию риэлтору. Причем даже если ты продлеваешь квартиру, в которой ты уже живешь, ты снова платишь комиссию риэлтору. И вот это такой странный факт, то есть если в России вы снимаете квартиру, в 1 раз заплатили риэлтору, потом просто продлеваетесь и все. Здесь это так не будет. Второй момент – это залог. Если вы просто одиночка или пара, скорее всего, это будет одинарный залог. Если же у вас есть дети или домашние животные, с вас могут попросить 2-й залог и так далее.
Аргентинцы любят животных, любят собак, но они очень любят свои квартиры, поэтому если вы приезжаете сюда с собакой, а тем более с кошкой, которая может подрать, я не знаю, диваны, стены и прочее, прочее, или собака может что-то сгрызть, они могут попросить двойной залог. И в целом это понятно, но это большие суммы. Если же вы приезжаете с детьми, у многих прям написано в объявлениях, что с детьми не сдаем. Ну, точно так же, как и с животными, но почему сложно снять с детьми? По аргентинскому законодательству, если семья приехала в квартиру с ребенком, то они могут из нее не выехать. И есть такие недобросовестные люди, которые этим пользуются. Выселить такую семью, даже если она не платит, можно только через суд. Поэтому аргентинцы стараются себя обезопасить и либо не пускать семьи с детьми, либо брать с них также двойной залог. Важный момент, то что здесь есть два типа аренды. Краткосрочная, которой как раз пользуемся мы, как недавно приехавшие, и долгосрочная аренда. Чем выгоднее долгосрочная аренда? Ну, во-первых, вы снимаете на долгий срок, во-вторых, вы платите гораздо меньше денег, чем за краткосрочную. Но получить долгосрочную аренду, если вы недавно приехали, достаточно сложно, потому что арендодатель захочет увидеть гарантию. Как получить гарантию? Ее можно купить в банке, но такая гарантия нравится далеко не всем арендодателям, потому что они понимают, что это купленная банковская гарантия, и по сути не совсем то, чего они ожидают. Гарантию, которую они хотят видеть, это гарантия аргентинца, у которого есть своя недвижимость, которой он гарантирует то, что вы будете платить. Возможно, конечно, у вас есть друзья аргентинцы, которые ждут вас здесь и готовы поручиться за вас своим жильем, но я думаю, это большая редкость, и, конечно, найти хорошую гарантию, ту, которая устроит арендодателей, достаточно сложно. Следующий минус – это высокие ввозные пошлины. Мы пытались разобраться в этом вопросе самостоятельно. Если вдруг мы что-то озвучим сейчас некорректно, пожалуйста, поправьте нас в комментариях. Для нас это будет очень полезно и полезно для тех, кто будет смотреть это видео. Мы так поняли, что мы имеем право на 12 посылок в год из заказов из интернет-магазинов в общей сумме на $600. Каждая посылка не должна превышать $50 по стоимости. Тогда здесь не будет никаких ни налогов, ни пошлин, и всех все будет устраивать. То есть если я заказала витамины на iHerb на сумму $100, как тогда я буду платить? $100 я, соответственно, плачу за сами витамины iHerb. Дальше я там оплачиваю iHerb доставку. А в Аргентине я заплачу налог или пошлину. За превышение суммы $50 я заплачу половину превышения. То есть $100 минус $50 получаем 50, делим на 2, получаем 25. 25 я плачу верхом. $25 звучит достаточно позитивно, но если суммы будут больше, считайте сами, сколько это получится. Второй нюанс, если вы заказываете не 12, а 13 посылок, 13 посылка тоже уже будет идти с пошлинами и налогами, независимо от того, на какую сумму она будет. Это что касается интернет-заказов. Если же речь идет о посылках, для нас это было интересно, потому что мы, конечно же, сделали бы себе доставку, отправку почтой или каким-то сервисом доставки из России, но таможня будет самостоятельно оценивать стоимость данных товаров, и она их может оценить как 100%, например. И тогда то, что мы покупали дома, мы второй раз оплатим помимо стоимости доставки цену товара так, как посчитает таможня. То есть для нас это получается очень невыгодно, и поэтому мы просим привозить нам передачки тех, кто летит из дома. А еще одним минусом, скорее дискомфортом, будет являться то, что на улицах Буэнос-Айреса достаточно грязно. Аргентинцы очень любят собак, но очень не любят за ними убирать, поэтому нужно смотреть под ноги, чтобы не попасться. Вот, и причем это может быть и как посреди дороги, посреди тротуара, асфальта, так и в парке, хотя когда мы гуляем, я часто вижу, как люди действительно убирают.
Также моментом неприятным является то, что здесь достаточно большое количество попрошаек, бомжей, они себе здесь разбивают палатки, могут спать на тротуаре, на лавочках, в парках, под деревьями и прочее, прочее, прочее. В целом они безобидные, даже те попрошайки, которые к тебе подходят, они очень быстро от тебя отстают и не приносят тебе какого-то супер дискомфорта. Есть также неблагополучные районы города, так называемые вижи. Туда просто, наверное, не стоит попадать, нужно смотреть по карте, где ты находишься, в какой район тебе нужно поехать и избегать этих районов, потому что там достаточно небезопасно, и местные не любят, когда к ним на район приезжает кто-то поглазеть, потыкать пальцем и погулять там. Это не то место, где стоит просто прогуляться и поглазеть, как кто-то другой живет плохо. На самом деле минусов было 10, но по какой-то причине мы один куда-то дели. Вот, поэтому я предлагаю вам написать последний 10-й минус жизни в Аргентине. Опять же, я знаю, что огромное количество наших подписчиков живет уже в Аргентине. Кто-то переехал давно, кто-то совсем недавно, поэтому вам будет что написать. А тем, кто еще сюда не переехал, будет что почитать. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Скоро будут новые видосы, и они будут очень крутыми.